Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Vortex Sport. В эту субботу всю общественность железного мира всколыхнули сразу два события, которые разделило всего несколько минут и которые связаны с двумя суперпопулярными стронгменами. Хафтар Бьорнсон у себя дома под наблюдением лицензированного судьи установил новый мировой рекорд в становой тяге, потянув 501 кг. И тем самым он побил достижение Эдди Холла, которое держалось уже 4 года. Тема достаточно горячая, поскольку Эдди еще несколько недель назад заявил, что не признает этот результат, так как он не был выполнен в рамках официального соревнования. Холиваров сейчас хватает, поскольку болельщики с двух сторон сразу же вступили в горячее обсуждение и споры. That's okay. This is historic. И хотя факт нового мирового рекорда это все же историческое событие, но нас сегодня интересует вовсе не это. Через несколько минут после своего удачного повтора Хафтар дал интервью в прямом эфире, в котором заявил, что вызывает Эдди Холла на бой по правилам бокса. И более того, уже есть промоутер, который берет на себя организацию данного поединка, а документы высланы обоим спортсменам. Эдди вызов тут же принял, пообещав вырубить Хафтара. Ну и после этих заявлений в целом сразу стала ясна вся картина, которая писалась на протяжении нескольких недель. И имела под собой задачу раскрутить не только саму историю со становой тягой, но и создать потенциально очень денежное событие. Теперь обоим силачам хайповать можно сразу в двух направлениях, как по поводу установленного рекорда, так и по поводу вероятного боя. Ну и плюс, явно денег на всем этом можно будет заработать немало. Российские болельщики сейчас обсуждают их возможную схватку через призму недавнего боксерского поединка между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяниным. А кто-то вспоминает достаточно громкий опыт выступления Мариуша Пудзиновского в ММА. И все стали гадать, что будет, когда в ринге сойдутся не боец и стронгмен, а два представителя силовых видов спорта. И в связи с этим мы решили напомнить, что подобное противостояние вообще-то уже было. Состоялось оно не где-нибудь, а в одном из крупнейших и старейших мировых промоушенов смешанных единоборств на турнире под эгидой M1 Global. А берет свое начало вся эта история у нас, на арене Vortex Sport BAT. Во втором сезоне шоу было решено провести первую международную зарубу. Из Испании прилетел чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу, известный зарубежный стронгмен Фредди Гонзалес по прозвищу Эль Гиганте, отличающийся весьма немалыми габаритами, почти 2 метра росту и 150 кг боевого веса. Его соперником стал обладатель 6 силовых рекордов, занесенных в Книгу рекордов России, непосредственно стоявший у истоков всего силового и сценического экстрима в нашей стране, Максим Боруздин. Упражнения в той зарубе были непростыми, а веса весьма внушительными. Долгое время силачи шли вровень, но потом российский богатырь стал вырываться вперед и в итоге одержал победу. После соревнования Фредди поблагодарил и организаторов, и соперника за интересный опыт, посетовал на травму и вызвал Макса на реванш. Причем не в силовом состязании, а по правилам ММА, которыми испанский гигант Кайрос Толлин достаточно плотно занимался и даже уже провел несколько поединков. Bueno, y ahora en febrero, pues en el M1, pues pelearemos, hombres de honor, un gran contrincante, aparte de fuerte, es un gran contrincante, me alegro tener un contrincante fuerte, y bueno, y ahora en el CrossFit, pues bueno, estoy jodido de, como lo ves, del bíceps, del hombro que no puedo, y bueno, muy bien todo y gracias a todos. Идея показалась крайне любопытной, а Макс сразу же согласился на такое предложение, поскольку всегда отличался бойцовским характером и заинтересовался новым опытом. Ну а большие связи команды Vortex Sport в мире российских смешанных единоборств помогли в организации данного боя на самом высшем уровне. Несколько месяцев оба атлета готовились в своих клубах к предстоящей схватке, и в мае 2018 года на турнире M1 Challenge 92, который прошел в Санкт-Петербурге, состоялся бой между двумя заслуженными стронгменами. Само событие вызвало немало интереса у представителей элиты железного мира России, и президенты различных федераций, ассоциаций, чемпионы мира, заслуженные рекордсмены составили значительную часть почетных гостей того турнира. Поединок продлился всего 18 секунд и закончился буквально в первой же атаке.
И в реванше также сильнее оказался российский спортсмен. Фредди улетел домой залечивать травмы и после этого еще дважды выступал на различных турнирах по правилам ММА. А Максу Бородину данный опыт столь понравился, что он решил продолжать карьеру профессионального бойца и спустя полгода снова вышел в Rage M1 Challenge, да и сейчас постоянно чередует тренировки с железом со спаррингами по боксу. Но это уже совсем другая история. А пока что можно пофантазировать о сценарии вероятного поединка между Горой и Эдди Холлом и о том, чем он закончится. Лично мне кажется, что при всей своей фриковости данный поединок реально привлечет большой интерес как к самому турниру, где он состоится, так и ко всему миру пауэрлифтинга и силового экстрима, который представляют исландец и британец. Ну и будем надеяться, что он обойдется без травм и не продлится более 2 минут, иначе нам предстоит наблюдать вялую возню очень сильно уставших здоровяков. Кстати, об истории. Если вам понравилась поднятая в данном видео тема, то нам еще есть о чем вам рассказать. Давайте соберем под этим роликом 1000 лайков, и тогда мы выпустим большое видео, в котором расскажем вам о связи других героев нашего проекта с миром единоборств, об их опыте спаррингов и выступлений в боях, а также о том, откуда на нашем проекте появилось столько заслуженных и именитых бойцов. В непростые времена помогите нашему каналу своей активностью. Потратьте 1 клик на лайк и 1 минуту на комментарий, в котором напишите, как вы относитесь к самой идее профессиональных поединков между спортсменами из непрофильных видов спорта. Видели ли вы до сегодняшнего дня бои между двумя стронгменами? Насколько считаете реальной возможность схватки между Хафтором Бьернсоном и Эдди Холлом, и чего от нее стоит ожидать зрителям? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Всего вам доброго, дорогие друзья, и будьте здоровы!